результат контурной пластики губ. Запущенный случай, такие вещи не происходят за 2 часа. Инъекционное уменьшение носа. Обычно пластические хирурги, в этот момент у них дергается глаз. В ТикТоке колят себе губы, прямо в эфире попали в лицевую артерию. Двойное попадание. Скажем прямо, рот был кривой. Вы филлером не выровняете асимметрию. Мои все факапы происходят на моих подругах. Но она осталась подругой? Да, вводила болюс, заполнила канюлей, все лучшее и красивое сразу. Друзья, всем привет! У нас новый выпуск косметологически-дерматологического хит-факапа. Напомню, обсуждаем осложнения, неудачные уколы, результаты, недовольных клиентов. Все то, что вы можете найти в интернете. Мы не будем никого обсуждать, клинику или докторов. Мы будем всегда говорить конкретно о случае, почему это произошло, как с этим бороться и как сделать так, чтобы этого не было. Так же, как и я, также и мои гости рассказывают о каком-то интересном своем случае и своей практики. И сегодня у нас Карина Шиндер. Это известный доктор, эстетист, специалист, который получает удовольствие от всего прекрасного, от инъекций, создатель, владелец своей клиники Карины Шиндер. И мы сегодня обсудим интереснейшие случаи и, конечно же, личный случай нашего гостя. Не совсем удачный результат контурной пластики губ. Вот объясните нашим зрителям, почему такое может произойти. Подобная ситуация может произойти при введении наполнителя непосредственно в сосуд, либо при введении большого объема возле сосуда, который сдавливает его. Это называется ишемия. Здесь мы видим уже даже некротизацию, то есть это запущенный случай. Такие вещи не происходят за 2 часа. Ну сколько этому случаю? Как правило, в косметологии на лице все наши инъекционные факапы, они происходят очень длительно. Пациент сначала не обращается, доктор не верит своим глазам, не хочет вводить гиалуронидазу, потому что не умеет. И это может быть и до недели. Ну, то есть вот такая ситуация, она могла возникнуть в течение 7 дней постепенно. Вот ваше мнение, то есть это вот именно ввели в губу или ввели рядом? Ввели в губу, потому что некротизация именно губы идет в первую очередь. Да, там, где самая черная, это там именно уже отмирают ткани. А дальше это просто бассейн артерии, которая кровоснабжает, ну, как бы не хватает там кровообращения. Часто многие спрашивают, это ошибка специалиста? Здесь нет однозначного ответа. Да? То есть это может быть ошибка специалиста. А вот ошибка в чем? Ошибка не в том, что он попал туда, куда не надо было, а в том, что он не следил за динамикой и вовремя не начал делать процедуры, которые могут спасти данную ситуацию. То есть, на мой взгляд, попасть в сосуд, либо затромбировать сосуд может каждый, кто берет в руки шприц. Да? И, в принципе, это не страшно. Но каждый, кто берет в руки шприц, должен знать, как справляться с разными факапами и не бояться этого делать, потому что очень многие знают, но боятся почему-то. Кстати, именно вот в этой зоне путают гематому и ишемию. Видя гематому, паникуют, что это ишемия, видя ишемию, успокаивают себя, что это гематома. Мне кажется, что там картинка, где светлее, там более такой локализованный. Есть предположение, что что-то начали делать. Просто мало времени прошло. Хорошо, но какой исход? Прогнозов никто никогда не дает в таких ситуациях. Да? То есть мы можем делать все, что нужно делать. Реабилитация будет однозначно не быстрая, даже при самом благоприятном исходе. И здесь нужно будет применять все возможные методы, скажем так, лечения доступные. Не просто ввести гиалуронидазу и оставить. Ну, как бы да. Одной гиалуронидазы здесь уже мало. Здесь нужно восстанавливать ткани. Прокомментируйте, пожалуйста. Выглядит как некроз. Как инъекционная ринопластика. Вообще, ваше отношение к инъекционной это моя ринопластике? любимая тема. Под инъекционной ринопластикой сейчас много разных понятий. Есть процедуры, когда можно выровнять нос, например, при помощи гиалуроновой кислоты. Есть процедуры, когда можно немножко приподнять кончик носа. Есть процедуры, когда предлагается уменьшение носа. И вот если выровнять и приподнять технически это опасно, возможно, то инъекционное уменьшение носа – это опасно и, скажем так, невозможно. Да? То есть, я не знаю, как это правильно сказать, но обычно пластические хирурги, в этот момент у них дергается глаз. Похоже, что было какое-то, возможно, мезоуменьшение. Я думаю, как вариант, исходя из формы носа, что была проведена операция. Здесь у нас вот есть такие следы от остеотомии.
Кто-то оперированный носик решил подколоть. Да, и бывает так, что вот клиентам недоволен асимметрия ноздри или кончика подправить, и они укололи. То есть у нас уже нарушено кровоснабжение, и после операции не колят. Ну, мы уже ярко здесь видим, что это уже не неделя, может уже недели-две не занимается этим процессом. И это уже или мы берем лоскут со щеки, пересаживаем, или мы берем лоскут со лба и перекручиваем и формируем, но... Конечно, тут исход не очень хороший. Я хочу сказать, что просто опасно, да, делать инъекционную ринопластику, а оперированный нос категорически не стоит, потому что там по-другому кровоснабжение идет, и очень много изменено, и можно, вводя гель там, относительно плюс-минус безопасную зону, сделать вот такую вот картину. Да, поэтому, друзья, будьте внимательны. Конечно, в идеале это, если вы после операции, нужно обследовать, делать доплер, проверять кровоснабжение носа. Но в любом случае зона, носогубный треугольник, все они знают, очень опасная. И если уже что-то хочется сделать дальше со своим носом, как минимум обратиться к тому доктору, который делал операцию. Ведь он же знает, что там. Если мы берем топ-5 зон, где возможны осложнения после инъекции, ну это топ-3 точно, носогубная, мне так кажется. Но с лбом я как-то так ишемии мало. Я как раз видела на лбу, на носу и на губах. На носогубной складке редко. Но это просто мой опыт, он может так отличаться, потому что вообще сейчас редко кто колет именно носогубную складку на самом деле. Уже меньше. Ну, намного меньше, чем там. А почему? Причина возникновения носогубной складки – это сползание жировых пакетов медиально и вниз. Да? И для того, чтобы ее убрать, нам нужно восстановить то место, с которого они сползли, а не удлинить лицо и заполнить носогубную складку. Единственная причина заполнения конкретно носогубной складки, на мой взгляд, когда мы говорим о очень возрастных пациентах, когда происходит резорбция костей, и нам надо чуть-чуть вывести вперед эту зону. Все, кто ко мне приходят уколоть носогубку, да, это, как правило, идут восстановления средней трети. Очень редко, когда я сразу и прям делаю носогубную складку. Здесь ишемия, к сожалению, попали в, я так понимаю, лицевую артерию. Не возникли изъязвления, да, не присоединилась вторичная инфекция, надежда есть. То есть на ноздрю вот тоже немного у нас пошло. Но тоже это как, вот, по вашему мнению, какой день после инъекции? Может быть, второй, третий, но дело все в том, что очень много зависит от того, насколько крупный сосуд ишемизировали. Я видела, значит, один мастер-класс, и там сделали ишемию носа, и в течение буквально 5 минут было пол лица, вот просто бело-синее. Доктор-хирург, который показывал вот точно так же свои факапы. Но это скорее исключение, чем правило. Вот так вот попалось. Хорошо, но вот вы как специалист, который интересуется, занимается подобными вопросами. Давайте вот топ-3 зон, опасных зон от Карины Шендлер. Первое – это лоб. Пытаются заполнять поперечные морщины лба и межбровья. У меня была ситуация, когда моя коллега заполняла поперечные морщины лба и сделала просто классическую ишемию. Вот, и я помогала ей справиться с этой ситуацией благополучно. Все сделали. Вы с первых минут, я так понимаю? Нет. Да, Она позвонила своей пациентке спросить, как твои дела через день или через 2. И пациентка говорит, все хорошо, только чешется синяк. Какой синяк? Сфотографируй мне синяк, который чешется. Там просто классика жанра. Где-то вот похожая картина? Нет, только... нет, она еще была более смазанная, не было вот таких не вот было синих. таких, Да, просто была леведа, которая становилась с каждым днем все ярче. Мы там еще денек посмотрели и начали выводить все это дело через дня 3. Потом губы, не потому что губы сложная зона, а потому вот что мы сейчас покажу, сегодня сейчас губы обсуждали. делают все, кому не лень. Двойное попадание. Да, это кому-то не повезло. В ТикТоке есть такая мадам, у нее такие огромные скулы, рыжие, красные волосы. И какой-то человек, видать, ее друг или что, там параллельно два они идут видео, она там что-то говорит, а он в это время колет себе губы прям в эфире. И она там ему что-то еще говорит, там, тут не докалывай, тут докалывай, а у него там просто, вообще жесть. Буквально сегодня я это видела. Поэтому, глядя на такие видео, многие думают, что это просто. А глядя на наши видео, вы поймете, что все не так уж просто. Просто про вот это все никто ж не рассказывает. Не Конечно. Тут, я думаю, два варианта. Она либо жалуется на асимметрию, либо на неровности. Я так понимаю, это до, а это после. Вы знаете, это может быть
Что угодно. Это может быть ангионевротический отек. Это может быть отсроченное нежелательное явление в виде отека. Я сталкивалась с этой ситуацией, лично моя пациентка. Однажды утром она встает, и у нее просто огромный отек, огромные губы, при этом, что она нигде ничего не инъецировала последний год. А последняя встреча была со мной. Она заболевала к тому моменту, и гель иногда вот так вот реагирует на снижение иммунитета, на присоединение к какой-то инфекции. То есть ей надо было лечить фарингит на тот момент. Вот. Но перед тем, как она поняла, что ей надо лечить фарингит, вот утром была такая картина. Эта картина прошла за 3 часа самостоятельно, без никаких вообще с ее стороны действий. Вот. Но, конечно, пришлось отправить ее на обследование и искать очаг хронической инфекции. Я рекомендую в таких случаях противовоспалительное, антигистаминное. В принципе, я это написала. Дело в том, что тогда я была не в Киеве, я была на конгрессе в другом городе. Это мне я в зале сижу, и мне, идет такая информация. Я ей написала, что сделать. Она мне выслала через 3 часа фотографию, что отек сошел. Больше всего ее беспокоило то, что она не может запланировать свой день. Вдруг я сегодня иду на свидание, а у меня раз вот так вот с утра. Вдруг сегодня, то есть еще день. Интересная жизнь. Слушайте, женщины, они такие. Ее не беспокоило, что такой отек произошел через год после. Ей не нравилось то, что внезапно. Но готовность к свиданию, она есть. Конечно. Гипотетически моделируем ситуацию, на что может жаловаться. Например, доктор, вы мне сделали криво, у меня асимметрия. Но мы видим, что вот положение уголков рта на разной высоте, и движение мышц, оно разное. То есть здесь явно с правой стороны мышцы более активные, они тянут угол вниз. То есть мы уже видим, скажем прямо, рот был кривой. Очень важно в такой ситуации смотреть в движении, в мимическом движении, в улыбке, потому что бывает, что, например, сделали инъекцию в статике, губы ровные, красивые, в улыбке сразу видны все факапы. Или, допустим, смещен зубной ряд. Это да. Это когда тоже. Центр зубов сбоку, человек улыбается, и ему кажется, что рот кривой. С отеком здесь нужно бороться, он-то сойдет, но с асимметрией вы филлером не выровняете асимметрию. Переходим к вашему случаю. Расскажите. Мои все факапы происходят на моих подругах. А их Я много не знаю, осталось? это хорошо или плохо. Но она осталась подругой? Да. Она осталась подругой, но она перестала быть моей клиенткой. Я ее направила к другому доктору, потому что она меня перестала в какой-то момент слушаться. Я хотела подруге сделать все лучшее и красивое сразу. Что делалось? Я вводила вот сюда болюс, гель, чтобы не было так называемых брылей. И параллельно вот так вот я заполнила канюлей, приподняла уголочек и заполнила, такой, можно сказать, треугольничек с 2 сторон. Через пару дней классических признаков ишемии, кроме леведа, не было. И первые дни оно было не яркое, и было точно непонятно. Я для себя в такой ситуации всегда опираюсь на динамику. То есть я фотографирую до-после, потому что иногда ты сфотографировал после, а как до уже забыл. Она мне слала фотографии 2 раза в день, я поняла, что все-таки да, это ишемия, и надо выводить. Красиво разрешилось, без никаких последствий. Это какой день? 3-й, 2-й? 2-й. Значит, это следующий день. Это уже пригласила ее к себе. Угу. Разметка, как я выводила. Но на самом деле не обязательно ровно так, просто важно пропитать хорошо ткани, не экономить на гиалуронидазе и хорошенечко их пропитать. И вот так вот все закончилось, это следующий день. Отлично, по итогу все. Да, все благополучно, хорошо. просто хорошо, что она мне выслала эту фотографию, и мы вовремя спохватились. Друзья, всем спасибо за ваше внимание. Мы будем ждать ваши комментарии. Присылайте фотографии или ссылки на возможные результаты, которые вы хотите обсудить с нами. Или вы хотите, чтобы мы прокомментировали или дали свой совет. Подписывайтесь на страницу доктора Карины Шиндер, на страницу ее клиники. Всем спасибо, до скорых встреч. Спасибо. И вам спасибо.